Всем привет! Алекс Брежнев сейчас снимает Крым, в основном с холмов и гор, потому что к морю, к сожалению, в Крыму возможно пройти не везде, и приходится зачастую обходить. Вот смотрите, в США, в Калифорнии, абсолютно везде ты можешь пройти на пляж, даже между самыми дорогими домами. Вот сейчас я иду по направлению к домам, которые стоят от 15 до 25 миллионов долларов, и я спокойно могу между ними пройти к океану. Причем спуститься здесь, пройти немного по берегу и подняться в другом месте. Там даже есть лифт, он работает летом и зимой, но зимой, сейчас как бы считается зимний период, там время работы ограничено, возможно, сегодня он не работает, а работает только по выходным. Вот я спускаюсь к океану, спокойно могу пройти. Вот, пожалуйста, представьте аналогичную ситуацию где-нибудь в Крыму или в Сочи. Я очень хорошо знаю эти места, особенно Сочи, потому что в Сочи, если ты захочешь пройти к морю, ты пройти не сможешь, потому что, как правило, все побережье перекрыто либо санаториями, либо частными виллами. В США нет частных пляжей, здесь все пляжи общественные, и везде ты можешь пройти к океану. Даже если там супер дорогая недвижимость, пляж возле этой недвижимости никому не принадлежит, он принадлежит государству. То есть там любой может пройти. Может быть, не везде может поставить шезлонг и зонтик, но пройти может везде. Почему я делаю на этом такой акцент? В том же Сочи есть санаторий Сочи в Сочи, и между Сочи и парком Ривьера господин Медведев построил свою дачу, и, к сожалению, теперь постояльцы санатория не могут напрямую пройти в парк Ривьера, приходится обходить большой круг делать, чтобы попасть в парк Ривьера, потому что господину Медведеву было удобно там построить дачу, и вот теперь обычные люди вынуждены делать большой крюк, чтобы идти по дороге, там, где носятся машины с детьми, вот, чтобы господин Медведев чувствовал себя комфортно. Более того, именно в этом санатории запрещено проходить на пирс, якобы по причине того, что это небезопасно, что якобы скользко, могут поскользнуться, и там постоянно дежурит охрана. Знаете, для чего она там дежурит? Чтобы с этих пирсов не снимали с воды дачу Медведева, потому что оттуда и лучше видно, и в принципе видно из самого санатория, но с пирса тоже видно хорошо, и там постоянно дежурит охрана, не подпускает к пирсам, чтобы с них засняли дачу Медведева с воды. Вот я сейчас иду между домов. Вот этот дом сейчас продается за 25 миллионов долларов слева от меня. Видите, я спокойно здесь иду. Да, там есть небольшой заборчик, но со стороны входа в дом никаких заборов нет. Вот видите, вот дом еще один. Он тоже стоит около 20 миллионов. Никакого забора нет. Там вообще открытая вот дверь. Можно заходить, входить. Тут, как правило, не принято закрываться на засовы. Дверь здесь, как видите, стеклянная. То есть ее нечего делать, разбить, это никакой сложности не представляет. Вот. Здесь тоже есть, поскольку дома очень дорогие, у них есть частная охрана. Вот сидит мужчина в машинке, он смотрит, мониторит здесь все пространство. Если кто-то заходит с этой дорожки, вот дорожка идет к морю, нужно идти только по ней. Если отходишь в сторону домов, он подъезжает, спрашивает: вы здесь живете? Говоришь нет, он вежливо просит вернуться вот на эту дорогу и идти к океану. Но доступ к океану открыт для всех, во всех местах, с этим проблем нет. Что еще хотела сказать? У меня опять выскочило в ленте очередное видео gulago.net. Можете ознакомиться, посмотреть. И если кто не знает, это вот человек, который вскрыл пыточный конвейер в российских тюрьмах, потому что у меня один мой подписчик, его зовут Паша,
Паша из Оренбурга, сейчас он живет в Подмосковье. Он меня уверял, что такая Россия свободная страна, в которой нет пыток, в которой все шикарно, прекрасно. И тут, хопочки, буквально через месяц скрывается этот архив, где видеозаписи тысячи пыток российских заключенных в тюрьмах. Да, я не одобряю людей, которые нарушают закон, но, как вы знаете, в стране, как ни в России, как нигде в другой стране актуальна пословица «от тюрьмы, да, от сумы не зарекайся». У меня есть достаточно знакомых, которые я знаю лично, которые попали в российскую тюрьму за экономические преступления. В России, если есть человек, статья всегда найдется. Если ты занимаешься бизнесом, то всегда тебя есть за что прихватить. Я знаю много таких людей, которые отсидели, кто 3 года, кто 5, кто-то выходил, там несколько месяцев отсидел за экономические преступления. Конечно, в отношении таких людей, которые связаны с финансами, никаких пыток не применяется. Пытки идут, как правило, в отношении тех людей, у которых нет денег. Вот. А у тех, у кого деньги есть, их, конечно же, никто не трогает, они там живут как на курорте. Это я к чему? К тому, что смысл рекламировать страну, в которой ты никогда себя не будешь чувствовать в безопасности, то есть все время бояться попасть в тюрьму, где с тобой будут обращаться таким способом, как обозначили создатели ГУЛАГу.нет. Кстати, создателям уже угрожает физической расправой за распространение этих пыток, издевательств. Я думаю, что все-таки до них доберутся из России. Жалко, конечно, ребят, но они наступили на минное поле, и последствия для них могут быть очень печальные. Вот я иду вдоль пляжа, справа от меня дома. У этих домов есть, это то редкое место, где у домов есть забор. Все-таки здесь недвижимость очень дорогая, есть что охранять, здесь есть забор. Ну, как бы без видеокамер, колючей проволоки, как это было бы на Рублевке. Но, тем не менее, забор здесь есть, потому что тут могут ходить как и отдыхающие, так и бездомные. Никому не надо, чтобы они к тебе случайно зашли в дом или на территорию, потому что тут у всех есть дети. В целях безопасности здесь забор есть. Вот я иду в сторону другого выхода. Кстати, тоже еще непонятен такой вопрос, почему Алекс Брежнев сейчас находится в Крыму. Возможно, все-таки на него нажаловались, и США ему закрыли въезд, и он теперь не сможет больше приехать в США за то, что он распространяет такие негативные видео про США. Я не знаю, потому что только как он озвучивает в настоящих видео, то, что я наконец-то там уезжаю из США 20 лет спустя. Ну, посмотрим, что дальше. Либо это только пиар, либо действительно Алекса выгнали из Соединенных Штатов, и теперь он вынужден будет жить в России. Я не знаю, что там люди пишут, что он там прям такой счастливый. Я особого счастья на его лице не вижу. Но это очень тяжело, когда ты прожил несколько лет в Штатах, приезжать жить в Россию. Я понимаю, родина, ностальгия. Но есть такие реалии, как воровство, как медицина. Кстати, я вот тоже просила, если Алекс там мало ли смотрит, или его друзья, попросите его снять Алекса. Вот он хотел там свое здоровье поправить. Попросить его заснять обычный поход в обычную рядовую городскую поликлинику в Крыму. Пусть он покажет эту городскую рядовую поликлинику, как долго он ждал приема у специалистов, как долго он ждал ультразвуковую диагностику, как долго ждал МРТ или КТ, что ему там назначить. Скорее всего, у него есть проблемы со спиной. Пусть попросят назначить ему МРТ пояснично-крестцового отдела. Мне просто интересно, как долго он будет ждать, потому что мой отец на севере ждет МРТ, как правило, по полгода. УЗИ чуть меньше, месяца 2, ну а МРТ
там где-то 6-8 месяцев, чтобы тебе МРТ сделали. Вот этот дом строится, помните, тут все критикуют, говорят, что здесь дома из Г и палок. Вот такие дома, они не из Г и палок, это каркас, он обшивается гипсокартоном, который никакого отношения к картону не имеет. И думаю, вы можете оценить масштаб, что с таким масштабом невозможно рухнуть от урагана. Вы посмотрите, как такой дом может рухнуть от урагана. Это просто бред сивой кобылы. Чьи-то сладкие фантазии, что такие дома могут рухнуть от урагана. И здесь вы видите, это вот камни от волн, чтобы волны не захлестывали. Меня, кстати, спрашивают про шторма. Штормов здесь нет. Шторма, как правило, в море, к берегу. Здесь такого, как бывает в Сочи, здесь такого не бывает. Здесь всегда есть волны, чуть меньше, чуть больше. Но так, чтобы штормило и доходили волны до домов, я такого ни разу не видела. Всегда в океане висят серфингисты. Здесь нет серфингистов, потому что здесь камни везде. Серфингисты вон впереди, чуть подальше. Справа от меня идет более дешевая недвижимость. Домики здесь стоят в несколько раз дешевле. То есть можно найти миллионов за 7 на первой линии, а не так, как за мной остались за 15-25 миллионов. Вот еще один проход к пляжу. Я специально не выключаю видео, чтобы меня потом не обвинили в обмане. Вот я иду наверх. Слева от меня комьюнити. Я один раз здесь снимала видео «Живая музыка». Здесь был концерт. Он только для членов комьюнити. Но нам двери открыли. Мы с ребенком зашли. Я немножко этот концерт сняла. Сейчас день. Будний день. Естественно, никакого концерта нет. Но вот это комьюнити. Оно с этой стороны от хайвея. За ним находится хайвей, который идет из Сан-Хуан-Капистрано до Сан-Франциско. Продолжительность его 1200 километров. А за хайвеем находится вторая часть этого комьюнити. Они между собой соединены своей собственной дорогой над хайвеем, по которой люди могут проехать. Сейчас мы посмотрим, работает ли лифт наверх. Но лестница в любом случае здесь открыта. Мы можем пройти. Извиняюсь, что у меня небольшая отдышка, то тяжело вверх идти. Вот слева здесь площадка для тусовок. У них тут есть душ. Давайте посмотрим. По-моему, работает. Да. Не знаю, работает он или нет. Он закрыт с понедельника по пятницу. Но он summer season. Понятно. Он работает только по выходным. Когда не лето, летом он работает до 8. А сейчас уже ноябрь. Он, кстати, вот этот дом он строит. Вот такая лестница. Такие лестницы здесь везде по побережью. Я вам уже неоднократно снимала. Вот найдите такие же удобства в Крыму или в Сочи, чтобы вы везде могли спокойно пройти к морю, искупаться, чтобы вас не прогнали, пропустили. Ради интереса можно попробовать. Такая охрана не только возле дворца в Геленджике. В Сочи точно везде проблема такая пройти к морю. Вот такая лестница. Лестница обычная, не из мраморных плит, как в некоторых санаториях в Сочи. Но, тем не менее, ночью она освещается. Видите, здесь лампы. Туалеты здесь тоже есть везде. Наверху есть туалет. Если я бы прошла дальше по пляжу, там тоже есть туалет.
Вот это площадка для комьюнити, где они собираются, слушают концерт. Вот само это комьюнити. Так что, если есть желание, можно сюда переехать жить. Если меня спросят, где люди, сейчас вторник, 2 часа дня, поэтому люди все либо на работе, либо отдыхают. Сейчас не жарко, я иду в кофте. Сейчас около 20 градусов на солнце, 20-22. Потому что, несмотря на то, что солнце, когда дует ветер, он достаточно прохладный. Пишите мне еще в комментариях, что вам еще рассказать, что показать. Пустые полки вам уже показала, но это бесполезно, все равно люди придираются. Говорят, что я слишком быстро пробегаю, что вот они там видели пустую полку, я ее прячу. Я уже устала повторять, что магазин это не музей. В любом случае, в любом магазине, в том или ином месте в какой-то момент образуется пустая полка, потому что какой-то особо популярный товар быстро заканчивается. Сейчас, как правило, это стеллажи с водой. Но стеллажи с водой всегда, как правило, полупустые. Вот такой вот домик здесь. Вот мы дошли до самого верха. Сейчас я пойду по направлению к моей машине. Я забрала маму. Мама так и отказывается ездить за рулем. Боится, что заблудится. Хотя здесь прямая дорога к дому. Ехать всего 5 минут. Ну вот, ей так спокойнее. Вот мы обошли все это комьюнити. Я иду по направлению к тому месту, где я поставила машину. Парковка здесь бесплатная. Вот эти домики красивые. А вот тут находятся апартаменты. Одноэтажные, двухэтажные. Стоят они от 700 тысяч. То есть апартаменты, по-моему, 80 метров квадратных. С 2 санузлами, с 2 комнатами, одной гостиной. Стоит от 700 тысяч долларов. С прямым выходом к океану. У них там есть свой бассейн, свой тренажерный зал, зоны для пикника. Ну, в принципе, как и везде, во всех комьюнити. Мы идем сейчас в сторону. Это, в принципе, Дана Пойнт. Впереди за холмом находится Марина. Мы туда дрон пускали. А за спиной у меня находится Ридс-Карлтон Хотел. Вот он здесь находится. Так что здесь очень хорошо жить. Вот участочек, кстати, продается. Не знаю, сколько он стоит. Наверное, минимум 5 миллионов. Но на продажу он сейчас не стоит. Там чуть подальше аналогичный участок на первой линии продавался за 15 миллионов долларов. Но это не первая линия, это вторая. Возможно, он подешевле. Тут, кстати, есть несколько участков. Вот, там уже впереди моя мама. Сейчас ее посажу и поедем забирать ребенка в детский сад. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока.